И первое, что я хочу сделать, пользуясь случаем, это поздравить с прошедшим днем рождения, который был 3 августа, озвучивая Квадрата по имени Аптор. Поздравляю тебя с днем рождения! Как же сложно все начинать, ребят. Сегодня с вами Эмболекса. Всем привет, ребят! С вами снова Эмболекса, и сегодня я отвечу на ваши вопросы по моему комиксу. Поехали! Боже, как их много! Итак, первый вопрос. Почему только у Мастера и Квадро такие уши? У них что, рот особый? Это не какой-то определенный вид. Во всем аду они такие единственные просто. И все. Это все, что вам надо знать. Я просто сразу скажу, если кто-то будет создавать своих фан-персов по моей вселенной, не надо создавать свою персонажку с ушами, как у Мастера и Квадрата, думаю, что это просто из их вида, потому что такого не может быть, официально такого не может быть в этой вселенной вообще. То есть похожих на них быть не может. Это если следовать канону, конечно. Если вы не следуете, можете делать что хотите. Переходим к следующему вопросу. Как под землей идет дождь? Это очевидный намек на одну из сцен. Про то, где Мастер ссорится с Квадратом, и там показано, что в аду сильный дождь, да? Я когда-то давно играл в игру, и там был один трек, который почему-то назывался «Замерзший адский дождь» или что-то такое. Это мне намекнуло на то, что в аду действительно может быть дождь. И я подумала, это примените у себя тоже. Сам по себе ад — это огромный-огромный город, в котором сменяются разные погодные явления. Следующий вопрос. А Мастер действительно любит азартные игры? Сужу по обложке. Я использовала готовый концепт от Аптор. Изначально идея шла не от меня, то есть я об этом, может, даже не задумывалась, но этот набросочек меня заставил задуматься о том, что такое в принципе может быть. Я вообще автор, который обожает идти на контакт с аудиторией. Ваши пожелания со стороны, ваши мнения, они никогда не остаются незамеченными. Никогда. Просто знаете это. Ну что ж, перейдем к следующему вопросу. Цвет нимба скрепки зависит от настроения, как глаза Квадро. Ну да. Не только от настроения, но и от физического состояния. Если у нее мало сил, то, скорее всего, нимб погаснет. Переходим к следующему вопросу. Раз Квадр такая знаменитость, то ему свободы от поклонников не было бы, верно? Автографы там. Да, с одной стороны, Квадрат сын политика, но с другой стороны, отношение к политике у демонов не такое, как у людей. И из-за того, что он сын влиятельной фигуры, ему не делается каких-то привилегий в обществе. Он просто студент адского колледжа пока что, и даже еще не старших курсов. Поэтому судить о его деятельности пока нельзя, и, соответственно, автографы раздавать он пока не может по этой же причине. Следующий вопрос. Как компьютер в скрытой комнате в архиве потерянных не заподозрил, что Квадрат не Мастер, судя по его действиям? Эта тайная комната на самом деле работает по опознаванию силуэта. Работает по принципу, что кто-то прислоняется спиной, так сказать, ко входу, и считывается его силуэт, цвет волос, форма хвоста и прочие вещи. И поскольку у Квадрата совпадает и форма ушей, и густота ушей, да, как уже говорилось в предыдущем вопросе, это не какой-то отдельный вид, и только у Мастера и только у Квадрата такие уши. Соответственно, у машины было только два варианта, и она посчитала именно так. Следующий вопрос. Опять же, про ту же сцену с компьютером. Компьютер утверждает, что у Квадрата есть брат, а Квадрат говорит, что это ошибка. Действительно ли это ошибка или нет? Без спойлеров. Движемся дальше. Зачем Фроулайну нужны крылья скрепки? Сами крылья ему ни зачем не сдались. Он просто хотел лишить ее способности летать, чтобы было легче ее затащить в ад. И все. Следующий вопрос. Почему Фроулайн поставил своей целью убить именно скрепку, а не лучшего друга Квадро Скафи? Тут объяснение довольно простое. Скрепка физически ослабла, она находится в очень-очень гнетущем состоянии, а гнетущее состояние, оно очень сильно влияет на купидонов.
И более того, она немножко запала на Фроулайна, и поэтому этим он тоже решил воспользоваться. И плюс Скафи огромный и довольно сильный. Следующий вопрос. Мастер, ты своими криками хотел отвлечь Квадро от плохих мыслей? Если да, то поздравляю, у тебя ничего не вышло. Это очень мило. Мастер очень гордый персонаж. Он привык к тому, что его слушаются. Твердые убеждения мастера просто ломает воля его сына. Он понимает, что это то, где он бессилен, а он ни в чем больше не бессилен, понимаете? Он действительно не понимает, как, желая сыну добра, с ним наладить контакт. Поэтому все его вот эти крики и так далее, это от беспомощности, потому что он чувствует себя слабым в этот момент. Вот сколько бы он ни старался, не получается у него. Следующий вопрос. Ангелы, по крайней мере купидоны, соединяют и разбивают сердца. А увидим ли мы, как демоны влияют на человеческий мир? Человеческий мир во втором сезоне будет раскрыт очень-очень сильно. Следующий вопрос. А к демонам относятся 7 грехов? Они ленивы, прожорливы или, может, тщеславны. Ангелы и демоны, в принципе, имеют практически одинаковые точки зрения. Они просто очень зеркальные сами по себе. И ангелы считают, что демоны враги и плохие, и демоны, в свою очередь, считают, что они хорошие, а ангелы плохие. У ангелов есть свои 7 грехов, которые относятся к демонам. Соответственно, у демонов есть свои грехи. У них свой список. И следующий вопрос. Если ангелы и демоны меняются с развитием человечества, то какими они будут в эру киберпанка? Это очень глубокая тема, и в проекте она будет подробнейшим образом разъяснена. Человечество живет с большим отставанием по технологиям от мира сверхъестественных сил. Таким образом, многие достижения были придуманы ангелами и демонами еще очень-очень-очень-очень давно. И тот эпизод развития технологий, который мы видим на данный момент вокруг себя, у демонов прошел много тысяч лет назад. Поэтому чисто теоретически они уже переросли киберпанк. Когда-то очень-очень давно у мастера даже была своя машина, когда технологии еще отставали от нынешних времен. У ангелов крылья и нимбы одного цвета или бывают разные, как рога и хвосты демонов. Подробнее о всех видах вы узнаете с развитием истории. Следующий вопрос. Будет ли какая-то арка про родителей Квадро? Конечно, про это будет рассказано. Обязательно. Еще вопрос. У демонов что, какая-то своя винкс-трансформация? Определенно, многие магические силы нуждаются в какой-то эмоциональной активации. Я думаю, я ответила на вопрос. Итак, вопрос уже какой номер, я не знаю, я сбилась со счету. Мир демонов нам уже очень много раз показывали. А будет ли что-то рассказано про мир ангелов? Это намеренно остается тайной до определенного момента, и потом потихонечку я начну это раскрывать. И идем дальше. Мне уже давно интересно. Людям вот вообще без разницы, что мимо них ходят рогатые, крылатые и так далее. Это тоже отдельная тема, которая найдет свое объяснение в продолжении, и не раз. Вы можете удивиться, но я тоже постоянно, это вполне адекватный человек, но я постоянно вижу в Москве рогатых и крылатых. У меня есть целая подборочка фотографий, которые, потому что я довольно часто наблюдаю подобную картину. Я как-нибудь сделаю прям целую подборку от своей коллекции того, каких демонов, ангелов и вампиров я видела в Москве за несколько лет. Человеку как-то сложно поверить, что это на самом деле, что это не спецэффекты там. Но представьте, вы идете по улице, и вы бы увидели, что кто-то воспользовался магией. Скорее всего, если бы вы жили в эпоху Древней Греции, вы бы, наверное, поверили в сверхъестественное. Но в наше время довольно сложно, если бы вы это увидели издалека, вас в этом убедить. Более подробным образом все это будет раскрыто в продолжении истории. А следующий вопрос я включу прям голосовуху. Не волнуйтесь, у меня есть одобрение. Так что, если что, не стремайтесь мне отправлять, я без вашего разрешения не буду включать их в видос. Слушайте. А теперь вопрос из разряда интервью. Расскажите, МВ Лекса. Звучит как БМВ. Как вы придумали себе такой ник? Очень просто. Мой ник является всего лишь сокращением от моих имени, фамилии и отчества.
Следующий вопрос. Если у демонов рога и хвост это, понятное дело, части тела, как дела обстоят с ангелами? Нимб это что? Несмотря на то, что он неосязаем, при прикосновении к нимбу сам ты ничего не почувствуешь. Но вот ангел что-то ощущает. Вообще это не культурно. Зачем? Зачем им это нужно делать? И следующий вопрос. Мастер в аду, он что, что-то вроде министра? Потому что его президентом или королем не назвать. Да. МВ Лекса, расскажи несколько фактов о себе. Несколько фактов обо мне. Могу с уверенностью сказать, что если вы знакомы с моим проектом «Квадрат и скрепка», то вы знакомы со мной. Причем ближе, чем те, кто общался со мной в реальности или был моим однокурсником, но... Да, кстати, не менее любопытный факт. Как вы знаете, я не палю свой паблик на основной странице, и никогда этого не делала. И, соответственно, мои однокурсницы, с которыми мы общались, с некоторыми очень тесно, не знают, что у меня есть свой проект. Помню отчетливо, как мы сидели, болтали с моей однокурсницей, и как она мне говорила, что ну откуда у людей там есть время свои комиксы делать, этот универ вообще столько времени занимает, я не представляю. Я тоже сидела, говорила такая, да, я тоже не представляю вообще, как у них вообще на это времени хватает. И такая сижу, сама свой проект дома делаю. Она даже не подозревает, что у меня комикс есть. До сих пор она об этом не знает. Но я давно еще решила, что когда я выйду из универа, то я пропалю свой паблик. Просто, наверное, пора уже это сделать. На то были разные причины. Ну, например, был какой-то там сложный экзамен, но я к нему не готовлюсь. И я такая думаю, ну ладно, ну будет 3, ну и ладно. А я зато порисую свой проект. Так я решала, и я не хотела, чтобы мои одногруппники видели там обновление через каждые 5 минут и думали, ух, не готовится. На это было очень много причин, которые могли бы ограничить мои творческие возможности. У мастера просто так такие большие рога, или это как-то зависит от силы? Да, этот вопрос не раз поднимался, в том числе мной с редактором очень давно. Изначально у меня была концепция, что размер рогов демона зависит от его уровня жестокости. Но редактор проекта был с этим категорически не согласен, потому что, ну, во-первых, получается тогда, что Скафи и Мастер, они просто равны по своему уровню жестокости, а ведь Скафи вроде как никого не убивал пока. Не, ну я, конечно, предположила, что давай сделаем так, что как будто бы мы чего-то о нем не знаем, но нет. Эта идея все-таки она довольно такая сложная. Как ты нашла актеров для озвучки аниматика? Дело в том, что изначально актер, которого вы видите в списке озвучеров, который озвучивает Квадрата, это тот человек, который еще года, наверное, 2 назад мне начал присылать свои просто так по фану сделанные озвучки каждой главы моего комикса. Йо, я здесь. Как я хоть выгляжу? Не слишком лохматый. Что? Ой, да ладно. Попробую снова. С ней то же, что и... Сори, блин. Не Квадрат. Хозяин. Теперь умри. Звучит куда хуже, чем я хочу сделать. Так что придется вам довольствоваться тем, что есть. Мне вообще-то уже домой пора... Уже тогда меня зацепила подача. Человек просто моментально вливается в образ Квадрата и озвучивает. А что насчет актера, который озвучивал фразу Персонаж какой? Ну, это просто младший брат редактора. Дим, привет. Я просто, когда собирала аниматик, такая, черт, так у меня же нет главной фразы, которая является названием всей серии. И я это поняла только уже на этапе сборки, потому что я очень много работала и как-то забыла про это. У меня даже в списках этого не было. Ну, собственно говоря, я обратилась к нему прям в тот же день, когда я обещала, что у меня будет публикация, вернее, в тот же вечер. И он мне записал тут же кучу вариантов. И я была в шоке, потому что я не знала как бы о его таланте. Он предложил много очень вариантов, и все они были вообще с абсолютно нужным посылом такой наглости детской, вот, что мне и нужно было. Следующий вопрос. Известно, что у демонов бывают демонические крылья. Есть ли в аду такая раса демонов? Да, такие демоны есть. Скрепка — это настоящее имя или прозвище? Это прозвище. Есть ли у Квадрата фамилия? Нет.
В сцене с баром Скаффи говорит, что ангелы не пьют алкоголь. Почему они не пьют алкоголь? Это очень просто. Это мера предосторожности. Опьяневший ангел может выдать много тайн. В общем, быть чересчур искренним со своим собеседником. Это не значит, что ангелы не пьют, они пьют. И последний вопрос. Новая персонажка Ангел влюблена в Эфиальта? Да. Я думаю, что это короткий, но удовлетворительный ответ. Спасибо большое за ваши вопросы, вообще за внимание к проекту. Я очень рада, что аниматик вам понравился. Я планирую также в скором времени выпустить аниматик ко второй серии «Квадраты и скрепки». Всем спасибо, удачи и пока!